Всем привет! Темой сегодняшнего нашего видео будет «Газпром» – дом государственной промышленности, который располагается на главной площади Харькова, площади Свободы. Мимо этого здания, построенного еще в конце 20-х годов прошлого века, невозможно пройти и сегодня. Все, кто видит «Газпром» впервые, впечатляют не только его гигантские размеры, но и архитектурный стиль. Если заглянуть в историю, можно узнать, что Дом государственной промышленности в советское время был крупнейшим строительным проектом, который, к слову, удалось завершить в рекордные сроки. Еще в то время, как на соседних улицах стояли убогие глиняные хатки с соломенной крышей, здание уже тогда было будущим символом целой эпохи. Сразу после завершения строительства слава о невообразимом на то время «Газпроме» обошла весь мир. Сейчас это память о былых высотах, символ целого города и поколения и любовь писателей и художников. Он нравится всем, его невозможно не любить. История возведения интересна так же, как и само здание. Строительство «Газпрома» началось в далеком 1925 году. 5 мая был объявлен всесоюзный конкурс, в котором среди 19 проектов был выбран лучший. Работа с интересным названием «Незваный гость» великого трио архитекторов Серафимова, Кравца и Фельгера быстро завоевала расположение судей и была утверждена. Строительство началось с помощью человеческой и лошадиной силы. Были использованы примитивнейшие инструменты – лопата, тачки, носилки. Спустя 3 года все работы были окончены. Только к завершению строительства удалось механизировать процесс. По архивным материалам, нанятые для стройки 5000 жителей Харькова и области, а в авральные месяцы до 15 тысяч, с привлечением воспитанников ремесленных училищ и кадровых рабочих предприятий, работая в 3 смены, лопатами выкопали котлован объемом 20 тысяч кубометров и вывезли землю за город на телегах. Грузовиков не хватало, их на стройке было всего 14. То есть здание построено почти за 3 года чуть ли не вручную. Говорят, что строительные работы курировал сам Феликс Дзержинский. Любопытно, что во время возведения «Газпрома» были даже найдены останки мамонта, которые, к слову, можно увидеть и сегодня, если заглянуть в Харьковский музей естественной истории. Кстати, главным инженером строительства был Павел Ротард. В «Газпроме» размещалось 22 республиканских треста, 10 наркоматов, а также правление промышленного банка и многих других организаций, не говоря уже о залах совещаний и технической библиотеке. Здесь решались судьбы страны или самих наркомов. Один из них, нарком образования Николай Скрипник, попал под подозрение КГБ как враг народа 7 июля 1933 года
застрелился тут в собственном кабинете. Сейчас в «Газпроме», о котором в свое время писали Владимир Маяковский, Олесь Гончар и Анри Барбюс, по-прежнему размещаются всевозможные управления и департаменты органов власти, облгосадминистрации и облрады. В 1934 году с переносом столицы Украины в Киев из «Газпрома» выехали тресты и управления, а здание перешло в пользование Капкому. Во время войны здание несколько раз пытались взорвать, но монолитные конструкции устояли. На первом этаже была устроена конюшня, по этажам с выбитыми стеклами бегали обезьяны, сбежавшие из зоопарка. До 23 августа 1943 года в «Газпроме» дожило 3 макаки резуса, которым на 65-ю годовщину освобождения города в августе 2008 был открыт памятник на территории зоопарка. Перед отступлением в августе 1943 года немцы заминировали «Газпром». Но взрыв был предотвращен неизвестным патриотом, который при этом погиб. Тогда здание подожгли, но железобетонному каркасу это не принесло вреда. После войны здание было восстановлено. В 1930-х годах на отопление здания в зимний период расходовалось ежедневно до 25 тонн угля. Многие лифты до сих пор работают без замены с начала эксплуатации в 1928 году. Для наружной отделки здания была использована терразитовая штукатурка. Это смесь кварцевого песка, каменной крошки, слюды, извести и цемента. Изысканная и богатая отделка, пластинки слюды очень нарядно отблескивают на солнце и очень сложное в нанесении, почему и не получила широкого распространения. И тем не менее она была применена в отделке большинства харьковских зданий 20-30-х годов. Предметы детально разработанного интерьера содержали уникальный логотип. Первоначально все дверные ручки в здании были медными. В те годы медики считали, что медь обладает бактерицидным свойством и убивает микробы. Здание возведено методом плавающей опалубки, прогрессивным на тот момент и поэтому представляет фактически монолитный массив железобетона. У «Газпрома», конечно же, есть свои легенды и мифы. Например, газпромовские подвалы и привидения. Призраков в «Газпроме» не видели, хотя самоубийства чиновников в здании случались. Да и первых руководителей стройки расстреляли как врагов народа. А еще, если посмотреть сверху, то можно увидеть нотный стан. На нем начало «Интернационала». Это, конечно, сказка, но в ней замечена музыкальность композиции здания, отнюдь не свойственная зданиям конструктивистов. А еще интересные факты. Например, что в 2000 году здание «Газпрома» стало одним из 12 официальных символов Харькова. С изображением «Газпрома» есть марки и монеты, выпущенные в 2004 году. В момент постройки это был самый большой в СССР, по другим данным в Европе, небоскреб. Американский писатель Теодор Драйзер сказал как-то о «Газпроме», что это чудо, увиденное в Харькове. Полезная площадь всех помещений «Газпрома» 60 тысяч квадратных метров, а площадь участка строительства 10 760 квадратных метров. Строительство «Газпрома» в 1925 году проходило быстрее, чем его реконструкция в 2003. На крыше «Газпрома» уже до конца июля 2021 года будет построена большая смотровая площадка. Для желающих посмотреть на Харьков с высоты птичьего полета будут доступны 2 локации – закрытая и под открытым небом. Прежде чем выйти на открытый участок, посетители на лифте будут добираться до остекленного помещения. Там запланировали сделать прозрачный стеклянный пол,
а остальную плитку заказали изготовить Харьковскому плиточному заводу. Ее сделают такой же, какую клали при строительстве здания. На площадке также установят бинокль для осмотра города Харькова с высоты 63 метра над землей. Я благодарю всех за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие интересные видео о городе Харькове. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!